Привет-привет, с вами Алена, а в гостях у нас молодой человек с интересной профессией, он дальнобойщик. Ну и, как видите, есть у него проблемка, ногти вырастают на ногах, причем на обеих ногах, на больших пальцах у него есть. Это грустная и печальная ситуация. Он уже был у хирурга, и чуть позже я покажу вторую ногу. Там уже нет воспаления, но все не очень хорошо. И больше идти он туда не хочет, так как это дорого, это больно, долго в восстановлении. Но и самое главное, для него оказалось совершенно неэффективно. Как выяснилось, что он, как и многие другие, не совсем понимает, что же такое врастание ногтя. Точнее, он не совсем понимает, как эту проблему нужно решить. Большинство людей думают, что достаточно просто вырезать этот самый вырастающий кусок и все исправится. Но это та самая борьба просто со следствием. Сейчас здесь немножко остановлюсь и продолжу. Это его правая нога, и на этой ноге, на большом пальце, было удаление ноготочка хирургическим путем. Если вы присмотритесь, то вы увидите, что ноготь теперь состоит из 3 частей, потому что именно по такой траектории осуществляется надрез скальпелем при удалении ногтей. И в итоге у вас, возможно, будет расти такой вот расстраивающийся, тройной, я хотела сказать, не грустный, но он хотя и грустный тоже. В общем, ноготь теперь состоит из 3 частей, и это тоже проблема, потому что они отщепляются, отламываются, видите, они не соединены. Ну и самое дурацкое, что врастание здесь тоже не прекратилось, там только копится грязь, и ничего хорошего не происходит. Как видите, здесь используется и тампонада, и используется тейп, и все это для того, чтобы получить доступ к краю ногтя, вот в этой самой части, в боковушечке, куда сейчас была заведена тампонада. Что по поводу тейпов хочу сказать. Меня часто очень спрашивают, где же их купить. Лично мы покупаем их в Декатлоне, по-моему, или в Спортмастере. В общем, в самом обычном спортивном магазине они находятся в доступе. Ну, либо в каких-то профмагазинах они тоже бывают, но это не точно. В Спортмастере, наверняка. Вот. И что же мы делаем? Мы, как всегда, устанавливаем промежуточную тампонаду, и устанавливается она с одной единственной целью. Ей нужно разъединить ткани, потому что там практически открытая рана, там всякая жидкость непонятная такая, разная, да, которую мы не будем называть вслух, а то YouTube на меня обидится и разозлится. Ну, в общем, все это нужно друг от друга отсоединить для того, чтобы получить доступ. Дальше. Еще один частый вопрос. Мне говорят, не больно ли это? Я не скрою, что бывают иногда неприятные ощущения, вот особенно, когда уже настолько запущенной стадии, как вы сейчас можете наблюдать, но есть очень важный момент. Там, где есть воспаление, там, где был гной или что-то еще, там всегда бывает анихолизис, то есть в этом месте ноготь, он отсоединен от ложа, и это значит, что когда вы будете заводить, точнее не вы, а когда вам туда заводят инструмент, давайте поговорим, как будто бы вы наши будущие клиенты. Ну, так вот, когда вам заводят туда инструмент, вы не почувствуете боли, потому что все уже случилось, все уже там умерло и отмерло, и ничего страшного уже не будет. Все самое страшное было до того самого момента, пока вы не попали к подологу. Ну так вот, теперь поговорим про этого молодого человека. Вы представляете, он дальнобойщик, и у него с собой в его машине всегда есть все самое необходимое для того, чтобы экстренно решить вопрос. А именно, у него есть тазик для того, чтобы замочить там ножки, распарить и смочь выстричь вот этот самый злосчастный кусок ногтя, который ему причиняет дискомфорт. Но, к сожалению, он никак не может понять одной простой вещи, то, что вырезание части ноготка, иссечение, называйте это как хотите, не решает проблему, это только временное облегчение, и в итоге он этот ноготь делает уже, и каждый раз усугубляет его вырастание. И мы выяснили, что, оказывается, не все люди, условно говоря, наши клиенты, не все понимают, каким образом происходит это чудесное излечение от врастающих ногтей. Помимо того, что мы убираем тот кусок ногтя, который мешает человеку, мы еще производим дополнительные манипуляции, ставим тампонаду, либо учим клиента самостоятельно ставить себе тампонаду.
Объясняем, как подсушить, если есть рана, какую профилактику нужно делать. Обязательно объясняем, что необходимо посетить ортопеда. Рассказываем, если нужно, как сделать тейпирование, учим этому клиентов. То есть еще ведется большое количество работы. А просто вырезать ноготь – это либо у хирурга, но это временное снятие диагноза вросший ноготь, потому что когда-нибудь он снова начнет расти, не факт, что ровно. Либо самостоятельное выстригание приведет к тому, что вы вырежете свою ногтевую пластину до такой степени, что она будет врастать просто не на жизнь, а на смерть. Ну вот примерно как сейчас здесь, как видите, с обеих сторон тут просто... О, господи, как же это назвать? Ну, вот такая вот вывернутая наизнанку рана – это свидетельство того, что там идет сильный воспалительный процесс. В общем, немало времени было потрачено на то, чтобы донести до нашего посетителя, как нужно работать с этим, то есть дать ему достаточно информации, чтобы он понимал, что нужно не только это вырезать, а еще промежуточный уход. Также вы можете обратить внимание, что ножки выглядят очень влажными, это значит, что они гидрозные, а еще давайте представим, что они в носочках и в обуви, а еще они целый день за рулем, потому что он дальнобойщик. Ну, конечно, тут все условия просто для врастания, вот вырастай не хочу. В общем, вся работа выполнена максимально аккуратно, бережно и с любовью. Все объяснено, профилактические меры будут приниматься. А сейчас, после посещения, он поедет в рейс и вернется только через неделю. Видите, как глубоко был этот кусок. И где-то через неделю мы будем ждать его на повторное посещение. И я думаю, что тогда уже все точно будет хорошо, потому что все ненужные кусочки ногтя были изъяты и вырезаны. Все очень осторожно промыто, консультация дана. В общем, пациент на контроле. Хотя мы не имеем права называть их пациентами, но когда работаешь вот в таком контексте, как сейчас, тогда уже, да, начинаешь просто чуть ли себя не хирургом чувствовать, хотя здесь до операции совершенно далеко. Ну, а самые простые рекомендации, которые мы даем клиентам, это обязательно просторная, свободная обувь, всегда чистые носки, обязательная гигиена. Если есть воспаление, то противовоспалительные препараты. Также необходимо всегда самостоятельно дома ставить тампонаду, ну, за исключением тех случаев, когда они там не имеют возможности, они будут приезжать на перевязки, если они могут, а так на домашний уход тампонады и всегда дышащая повязка. Также мы используем пронтоман геля для быстрого заживления, если есть такая необходимость, и, конечно, тейпирование. Ну а тем временем пальчик запакован с любовью и отправлен на выздоровление. Ну а с вами была Алена. Всем пока-пока, до новых встреч и берегите себя и свои ногти.